Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Вчера я выставляла голосование для вас, какой же мастер-класс вы хотите увидеть первым. И большинство из вас проголосовало именно за этот вариант, поэтому его я сегодня для вас и монтирую. Получился безумно красивый вариант для Марины. Как это нетипично для Марины, он без блесток совершенно, но тем не менее, используя вот такие вот яркие контрастные неоновые оттенки, мы получили безумно красивый летний дизайн ногтей. Причем сама по себе техника выполнения данного дизайна до безумия простая. Здесь совершенно ничего сложного, с ней справится даже самый начинающий мастер. И время выполнения данного дизайна на 2 руки заняло ровно 20 минут. Поэтому этот мастер-класс мы отнесем с вами к разряду простых и быстрых дизайнов ногтей. Девчонки, действительно, совершенно ничего сложного, очень-очень быстро, но при этом получаем потрясающий результат. Все знают очень много техник выполнения вот таких вот а-ля каменных текстур, да, назовем это так. То есть можно было, допустим, поставить капельки на палитру, перемешать их уже на палитре и потом крупной кисточкой выкладывать их на ноготочек. Но мне такая техника не нравится, потому что материала получается очень много, и если гели достаточно пигментированные, то есть вариант, что они плохо просохнут. Поэтому я сделала немножечко по-другому. На ноготочки под дизайн мы нанесли плотный белый оттенок, который добавит нам яркости нашим цветам. Потом я нанесла тоненький слой топа и по непросушенному топу мелкой кисточкой, крупными каплями начинаю перемешивать те цвета, которые мне необходимы. То есть стараюсь сделать это довольно-таки хаотично, стараюсь сделать так, чтобы получились и тонкие какие-то прожилки, и более крупные фрагменты цвета. То есть стараюсь сымитировать вот такую вот каменную фактуру. Конечно же, в таких неоновых оттенках никаких камней не бывает в природе, да? Но если вы возьмете, допустим, бирюзовые цвета, синие цвета, вы получите камень бирюзу. Если вы возьмете какие-то другие оттенки, у вас получится натуральный камень. То есть вполне можно в этой технике сделать какие-то натуральные каменные текстуры или же просто вот такой вот усложненный фон под дизайн. Как я уже не раз говорила, что если у нас есть сложный фон для дизайна, то, соответственно, и сам дизайн будет смотреться очень сложно. Но при этом не забывайте, что сложные фоны требуют к себе простой прорисовочки. Поэтому в прорисовке мы здесь усложняться совершенно не будем.
Черной краской я выделяю будущие зоны для своей прорисовки. Прям поверх фона закрываю какие-то места. Причем, смотрите, вот здесь вот вы выбираете самые места, которые вам больше всего не нравятся. И именно на этих местах вы можете сделать прорисовку. То есть, если у вас получился какой-то косяк, то именно на этом этапе его можно спрятать. А сами вот эти зоны можно располагать совершенно в любой из существующих композиций. На этой ручке я сделала вдоль, на второй ручке я сделала в диагональ. Можно было сделать треугольничек под кутикулой, можно было нарисовать какую-то лунулу, можно было нарисовать френчик. То есть здесь, опять же, ваша фантазия совершенно не имеет границ. А теперь по просушенной черной краской мы начинаем вырисовывать основной наш элемент прорисовочки. Причем здесь я рисую золотой гелевой красочкой и рисую не совсем тоненько. То есть если слишком тонко рисовать, то вот на вот таких вот крупных цветных пятнах тонкий рисунок может потеряться. Поэтому не тонкими линиями, довольно-таки толстенькими вырисовываем просто какие-то дугообразные элементы. Как я говорила, этот дизайн подойдет для самых начинающих мастеров, которые даже не умеют рисовать тонкие линии, потому что тонкие линии здесь тоже совершенно не нужны. Но если бы в этих черных зонах я рисовала бы белым цветом, более контрастным цветом, то я бы использовала все-таки какие-нибудь более мелкие элементы.
Итак, вот, собственно говоря, и готов наш дизайн. Мариночка осталась довольна. Марина, ты довольна? Да, Марина довольна. Вот, она с этими ноготочками ходит уже 4 дня, и что ей сказали на работе? На работе все в восторге. Ну, я надеюсь, вам тоже понравилось. На сегодня наш урок закончен. Кто не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.